Здорово, бойцы! Наконец-то, спустя 30 лет, после данного мной обещания записать этот ролик, я наконец-таки это сделал и вот отчитываюсь для вас. Это видео по раскидкам баночек. Но я тут немножко вас обманул, это не совсем гайд, это больше как шпаргалка. То есть вы в своих играх можете открыть это видео, нажать на тайм-код в описании и выбрать банку, которая нужна конкретно вам, и нагнуть просто все живое ею. Я для себя лично разделяю раскидки на несколько типов. Первый тип, он более такой, основная раскидка. Эти банки работают практически всегда, ну или очень часто. И второй тип раскидок, он более такой узконаправленный, он уже больше зависит от сценария в игре, от композиции соперников, союзников. Я в своем видео решил рассказать именно про основной тип. Я уверен на 100%, что какие-то банки я забыл сюда включить, поэтому вы не стесняйтесь мне об этом напомнить в комментариях. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Оборона Ханамуры, первая точка. Перед началом раунда следует подняться на платформу и упереться вот в этот столб. После этого целимся в край крыши, подсвеченной на экране, и кидаем банку ориентировочно за 1,5 или за 1 секунду до начала раунда. Правый нижний выход с респауна — это довольно-таки распространенная оборонительная позиция для Анны на второй точке Ханамуры. Если хотим прокинуть банку в дверной проем, то наводим прицел на уровень вот этой балки и кидаем банку прямо над ним. Здесь самое важное — это найти хороший тайминг. Атака Анубиса. Выходим с респауна, прыгаем направо и забиваемся в этот угол. Затем мы входим в прицел и наводим черточкой, которая разделяет наши патроны, под браслет статуи справа. Кидаем банку, и она летит ровно на тот хайграунд, на котором любит обосноваться обороняющаяся команда. Скоординированный дайв под эту банку частенько заканчивается взятием первой точки. Изы. А вот еще одна банка с этой позиции. Наводим маленький кружок под индикатором ульты прямо в эту выемку в броне статуи перед нами и кидаем банку. Она летит на второй хайграунд, который часто занимает вражеская вдова или другой снайпер. Кидать банку на первый хайграунд еще очень удобно с другого места, от статуи справа. Для того, чтобы забиться в угол, необходимо присесть и на корточках доползти до края. Затем нужно развернуться, войти в режим прицеливания и поравнять индикатор ульты с углом этого здания. Пробуйте координировать эту банку с дайвом, отсчитывая время до ее приземления. Летит и на 6 секунд. Ну и, наконец, последний представитель 2CP — Вольская. Подходим к грузовику и зажимаемся в этот угол. Затем входим в режим прицеливания и выравниваем аватарку нашего героя с краем крыши, подсвеченным слева снизу. Эта банка летит прямо на респаун оппонента, и кидать ее стоит примерно за 4 или 4,5 секунды до начала раунда. На выходе из респауна здесь иногда нужно кинуть банку в окно. Для того, чтобы гарантированно попасть, используйте следующие ориентиры. Для начала наведитесь на центр второго этажа башни и кидайте банку, когда поравняетесь с этим рекламным столбом. Так как карта абсолютно симметричная, тот же самый трюк можно повторить и на другой стороне. На карте Непал, деревня, первый тимфайт часто происходит на этой части карты. Если хочется разбить банку прямо над щитом оппонента, то при выходе из домика следует целиться примерно в нижнюю часть крыши. Внимательно кидайте банку, чтобы не попасть в конструкцию слева или своего союзника. Тот же самый трюк легко проделаться и с противоположной стороны. Берите на вооружение. Здесь все довольно-таки просто. При выходе с респауна поворачиваем направо и прыгаем в кусточки. Затем мы входим в режим прицеливания и выравниваем ромбик слева с углом рамки от окна. Таким образом, баночка летит прямо на тот хайграунд, который в 90% случаев занят врагами. Однако есть вероятность, что эта банка может попасть в щит. Для того, чтобы избежать последнего, можно немножко приспустить этот ромбик чуть ниже, вдоль рамки, и тогда вы гарантированно попадете во врагов за щитом. По моему мнению, эту банку вообще всегда следует кидать, даже если у вас нет дайва.
Как минимум вы получите немножко заряда ульты, как максимум оформите пик для своей команды. Смотри. О, изи. Следующая банка не настолько крутая, но зато легко запоминается. Подбегаем к дереву, прислоняемся в угол, целимся между веточек, которые образуют рогатку, кидаем банку, и она попадает прямо за арку. Тут иногда могут стоять вражеские танки. Начало атаки на Риалто. Выходим с респауна налево. Зажимаемся вот у этого столба. Затем входим в режим прицеливания и наводим белую палочку в правой нижней части прицела к краю третьей справа маленькой штуковины на крыше. Обороняющаяся команда часто встречает атакующих за первым поворотом. Их-то тут и можно увидеть вот этой банкой. Зажимаемся в углу у лестницы, входим в режим прицеливания и наводим кружок слева снизу почти на основание вот этой торчащей красной балки. Банка летит прямо на крышу заправки, на которой очень часто можно встретить обороняющуюся команду. Про следующую банку и еще много чего интересного про раскидки я рассказывал в предыдущем своем видео. Вот, тем, кому интересно, можете посмотреть. Вот вам подсказочка. Целимся кружочком под индикатором ульты на край камешка, и эта банка тоже летит прямо на заправку. Ну и как обычно, если есть возможность, то комбинируем эту баночку с дайвом, и тогда результат не заставит себя долго ждать. Кинул. Отлично, Сомбер труп, прыгай. Давай прыгай, какашка. What the fuck, motherfucker? Ой-ой-ой-ой, умница. Ну и последняя банка на шоссе для обороны. Перед началом раунда можно встать на вот этот камешек, развернуться и прицелиться ровно в конец трещинки на той большой скале. Кидаем банку примерно за 1,5-1 секунду до начала раунда и наслаждаемся дополнительными процентами ульты. На этой карте много мест для раскидок, и некоторые из них ML7 показал в своем видео. Если что, я ссылку оставлю в описании. Банки, которые он там показывает, довольно-таки специфичные и подойдут не на каждый сценарий, поэтому я их не буду упоминать вся в видео. А вместо этого покажу вам свою, которая работает очень часто. Мы проходим с левой стороны и зажимаемся в углу между камнями. Затем поднимаем прицел вверх и наводим основанием вот этой нашей пирамидки посередине, прямо на край деревянной балки. Кидаем банку, и она приземляется прямо у поворота, у которого часто тусуются танки. Я эту банку часто использую, и она иногда оказывается очень полезной. После выхода с респауна зажимаемся рядом со столбом и наводим прицел на вот эту выемку. Просто ставим прицел очень рядом с ним и кидаем банку. Эта банка падает рядом с башней, часто за щитами противника. Вот, пользуйтесь на здоровье. А вот эта банка на респаун для обороны. Прижимаемся боком к сломанной машине и идем прям до упора. Затем наводим прицел вверх и ставим кружок под индикатором ульты прямо над вот этой палочкой, которая торчит из столба. Кидаем банку примерно за 4,5 или 3,5 секунды до начала раунда и получаем халявный процент ульты. Так, ну это вторая фаза атаки Голливуда. Банка, которую я сейчас покажу, довольно-таки специфичная. Но так как даву здесь пикают очень часто, она может пригодиться многим. Для того, чтобы опрокинуть эту банку, мы зажимаемся в правом углу с растениями и наводим индикатор ульты на центр крыши этого здания. Затем мы бросаем банку, и она летит прямо на платформу сверху, где очень часто ошиваются вдовы. После того, как я кидаю эту банку, я обычно выбегаю на мейн и стараюсь попасть во вдову как минимум 2 выстрела. После 2 попаданий банка вдову убивает. Ну и оборонительная банка на респаун оппонента, как же без нее? Я зажимаюсь обычно в этих кустиках. Затем я поднимаю прицел и навожу индикатором ульты на угол здания таким образом, чтобы угол здания касался кольца примерно в этой точке. Это 4 часа. После того, как прицелились, банку кидаем тогда за 3,5 секунды примерно до начала раунда. Ну и перед отходом можно еще попробовать просунуть слив через все эти щели и пострелять по врагам из-за щита, если таковой имеется. Последний представитель гибридных карт, многоуважаемый King's Row. Здесь ситуация с банками складывается аналогично Blizzard World. ML7 давно еще делал видос, где он продемонстрировал разные раскидки на этой карте. Но опять же они довольно-таки узконаправленные и специфичные. Я покажу одну свою, которая работает очень часто. Остальные раскидки, если вам интересно, вы можете посмотреть в том самом видео, ссылку на которую я оставлю в описании. Ну, поехали. Занимаем стартовую позицию, зажимаясь в угол на точке.
Затем мы поднимаем наш прицел и наводим кружок снизу на основание фонаря. После этого воображаем себе прямую линию, которая идет от этого основания вправо, и двигаем вдоль нее наш кружок. Вот. Для этого точность прям виртуозно не нужна, буквально чуть-чуть совсем вправо подвинуть, и банка полетит более-менее правильно. Вот, эта банка хитрая, поэтому ее кидать надо через 2 секунды после того, как начался раунд. И в то время, когда враги будут подходить к чокпоинту, банка должна свалиться прямо им за спины. В большинстве случаев это очень замедляет пуш оппонента и заставляет врагов использовать какие-то важные кулдауны, например, баблы зари. Чтобы не давать врагам расслабиться, после успешного попадания первой банки можно закрепить успех второй, кинув ее с фланга. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вы, как и я, тоже любите тряхнуть стариной и поиграть на Анне, то можете чекнуть мои другие гайды на бабку. Я сейчас готовлю новый ролик, в котором я объясняю, как натренировать всю стрельбу. Вот, поэтому, если вы не хотите его пропустить, то вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо, всем до связи, ваш Купич.